Привет, YouTube! Сегодня мы продолжаем изучение баз данных и непосредственно познакомимся с MySQL, как установить сервер, на котором мы будем работать, и с теми командами, которые помогут нам взаимодействовать с базой данных и с таблицами, которые в ней находятся. На этом занятии мы не будем рассматривать селекты и джойны. Я решил, что оно будет полностью посвящено именно первичной работе, изменениям, удалениям, добавлениям таблиц в базу данных, а уже на последующих двух уроках мы разберем и селекты, и джойны. Поэтому давайте не будем задерживаться и начнем. Для начала нам необходимо скачать SQL сервер. Для этого мы заходим на сайт mysql.com и идем в самый низ, находим такую табину, как Downloads, и выбираем MySQL Community Server. Именно здесь мы можем скачать наш SQL сервер, который абсолютно бесплатный для нашего использования, так как это версия Community. Что нам нужно сделать? Нажимаем на вот этот вот, скажем так, баннер Go to Download Page. Это версия как для 32-битных систем, так и для 64-битных, несмотря на то, что здесь написано 32 бита. И скачиваем непосредственно наш инсталлятор. Нажимаем на Download. Здесь не нужно нам регистрироваться. Нажимаем, что нет, спасибо. Давайте начнем загрузку. Скачивается наш инсталлятор, он у меня уже скачан. И мы его запускаем. Немного ждем. Совсем соглашаемся, если у нас появляются такие значения. У нас тут есть какие-то апдейты, поэтому обновляем тоже этот инсталлятор, так как я скачивал его на днях. Видите, за это время уже появились какие-то новые апдейты. И выбираем, что мы хотим скачать. Для наших целей нам только будет необходим сервер, но также вы можете скачать и полную версию. Тогда у вас будет доступна и оболочка, то есть UI, с которой мы можем непосредственно работать. Я все-таки думаю, что мы с вами будем идти по хардкору и начнем это все дело сначала разбирать в командной строке. Поэтому мы скачиваем только сервер. Нажимаем Next. Выбираем папку по умолчанию, так как у меня уже было здесь создан этот сервер, поэтому он пишет, что существует уже такой путь, у вас, скорее всего, его не будет, поэтому здесь ничего не меняем. Нажимаем Next. Нажимаем Yes в моем случае. Показывает статус, что да, готово к установке, и запускаем. Ждем, пока у нас установится наш сервер на нашу локальную машинку. Это займет буквально пару минут. И нажимаем Next. Дальше у нас появляется статус, что наш сервер готов к конфигурации. Нажимаем Next. Здесь мы ничего не меняем, оставляем по умолчанию. Опять нажимаем Next. Опять же, здесь мы ничего не меняем. Выбираем, что по рекомендации у нас будет использоваться сильный, мощный пароль для шифрования. И так как у меня уже был создан пароль, это root, то есть простой такой пароль, который обычно используется, вот он так пишется. То есть у вас, скорее всего, просто появится поле для того, чтобы вы ввели этот пароль. Вы его ведете, скорее всего, подтвердите это. Я же нажимаю check, чтобы проверил, действительно ли совпадает мой пароль с тем, что уже был введен ранее. После этого опять нажимаем next. Здесь мы также ничего не меняем. Оставляем по умолчанию. И запускаем наш процесс. Тут начинается процесс конфигурирования нашего сервера. И все. На этом установка сервера заканчивается. И мы заканчиваем нашу установку. Дальше необходимо найти наш сервер непосредственно в нашей панельке с программами. И для нашей работы необходимо будет использовать MySQL версии 8.0, Command Line Client, Unicode. Просто запускаем его, и сервер попросит у вас ваш пароль, который вы вводили. У меня это root, у вас может быть что-то другое, если вы использовали другой. И все, появляется приветственное окошко. И мы непосредственно можем работать уже с теми базами данных, которые у нас есть на сервере. Но для начала давайте с вами посмотрим, какие типы данных используются в базах данных. И вообще, с чем мы сегодня будем с вами работать, когда будем создавать таблички, видоизменять их. Для начала поговорим о типах данных.
Существуют определенные типы данных, которые мы можем вводить в наши таблички и использовать их. Эти данные, в принципе, стандартные, они даже используются при программировании, поэтому, если вы их запомните, это в дальнейшем поможет вам и в каких-то других аспектах, связанных с вашей работой, так как вы часто будете сталкиваться именно с такими наименованиями данных, их типов. Во-первых, это integer, сокращенно int, именно его мы и будем использовать в наших базах данных. Это наши целые числа. Dec — это от английского decimal, десятичные, дроби, десятичные числа. То есть тоже понятно, что это такое. Если у нас есть большой объем текстовой информации, то используются следующие типы данных. Это blob, текст и memo. Если у нас небольшие, скажем так, объемы текстовой информации, то есть используются наши строки. Это char, varchar от 1 до 250 символов. Если же мы говорим про текст, то это примерно 65 тысяч символов. Следующий тип — это наши различные форматы даты, то есть это непосредственно наши даты, дни, время и год. И еще есть такой формат, как flat, либо же double. Это данные с плавающей точкой. Есть такой интересный тип данных, как timestamp, либо временной штамп, который хранит 4-байтное целое число, равное количеству секунд, прошедших с полуночи 1 января 1970 года по усредненному времени Гринвича. То есть нулевой часовой пояс, точка отсчета часовых поясов. То есть это тоже такой тип данных, который позволяет нам судить о том, когда у нас был создан, к примеру, тот или иной элемент в нашей базе данных. И обычно timestamp зависит от того, в каком часовом поясе вы находитесь. То есть для различных часовых поясов в различных базах данных он может отличаться. Также может быть такой тип данных, как boolean, то есть это просто наши значения true либо false. И можно отдельно отнести такой тип данных, как null, not null, то есть обязательно для данной строки, для данного поля должны быть, к примеру, эти значения либо же пустыми, либо же, если мы говорим про not null, то они должны обязательно чем-то быть заполнены. Это то, что я хотел вам рассказать про типы данных. В принципе, о них можно дополнительно еще прочитать в интернете. Я постараюсь в описании выложить ссылку на какую-нибудь адекватную статью, посвященную этому аспекту, потому что на самом деле типов данных намного больше. Это просто одни из самых распространенных. И то их используют далеко не везде. Дальше мы с вами приступаем, наверное, к самой интересной части нашего сегодняшнего занятия. То есть мы научимся писать какие-то простые запросики, сможем просмотреть наши базы данных, создать базы данных, удалить, использовать их и в дальнейшем создадим наши первые таблицы и также сможем добавлять в них какие-то значения, удалять их, изменять. То есть давайте не будем долго об этом разглагольствовать и перейдем непосредственно уже к нашему серверу и работе с ним. Как мы с вами помним, у нас уже открыт MySQL сервер, CLI для него, и мы можем непосредственно уже начать что-то с ним делать. Давайте для начала посмотрим вообще, какие базы данных у нас предустановлены здесь. Для этого нам необходимо ввести такую команду, как show databases. То есть здесь ничего сложного, язык SQL построен на английском, и на английском несложном. То есть если вы знаете какие-то ключевые глаголы, которые там есть, то есть это и будет ключевыми словами, которые используются в наших запросах. Здесь все просто. Show databases, то есть мы увидим наши базы данных. То есть у нас уже есть какие-то тут базы данных, которые, скорее всего, были предустановлены в самой системе, и тест, который я создавал, когда вспоминал некоторые аспекты, чтобы подготовиться к данному занятию. И дальше, когда мы уже смогли посмотреть, какие у нас есть базы данных, мы можем либо использовать какую-то существующую, либо создать свою новую. Давайте создадим свою новую. Для этого мы используем такую команду, как create database, и присваиваем ей какое-то имя. Давайте назовем ее students. Что вам нужно знать по синтаксису обязательно? То есть у вас должно быть в конце каждого вашего запроса точка запятой, иначе SQL будет ругаться. Точнее, SQL ваша СУБД, которую вы будете использовать, можем даже проверить это. То есть она даже не будет ругаться, то есть она не даст вам выполнить команду, пока вы не поставите точку запятой.
То есть для SQL неважно, на какой строке у вас будут находиться данные, он будет все равно считывать это как один запрос, как одну строку. И сейчас у нас создалась датабаза наша со студентами. Мы можем проверить, действительно ли это так. Show databases, опять используем команду. И да, как мы видим, у нас есть новая база данных students. Мы можем эту базу данных удалить. Давайте удалим только не эту, а мою какую-нибудь тестовую, которая у меня была создана заранее. То есть здесь мы пишем drop database и название нашей базы данных. Она удалилась. Опять же, проверяем. Для того, чтобы вам вернуться и не вводить заново ваш запрос, если он, например, очень большой, и если вы точно знали, что он у вас включается в одну строку, то есть вы их не переносили, вы можете использовать клавишу вверх и найти вашу команду. То есть мы использовали show databases, чтобы проверить, какие у нас есть базы данных. То есть мы можем сейчас опять ее использовать. И как мы видим, у нас теперь уже нету базы данных тест. Она удалена. И так как мы решили с вами работать с базой данных students, мы должны ее заиспользовать. То есть обозначить, что да, мы будем работать именно в этой базе данных. Иначе в дальнейшем система будет ругаться и не понимать вообще, что вы хотите от нее и с какими из баз данных, которые есть в этой СУБД, вы хотите работать. Поэтому пишем use, и имя нашей базы данных это students. Видите, база данных изменена, то есть все, теперь мы внутри этой базы данных. И чтобы проверить, к примеру, если там какие-то значения внутри этой базы данных, то есть какие-то таблицы, мы можем использовать такую команду show tables. То есть нам показывают все таблицы, которые есть в нашей базе данных. Empty set, то есть пусто, потому что у нас пока не создана ни одна из таблиц. Это то, что касается использования именно баз данных, как в нее зайти, как создать, как удалить. И давайте теперь непосредственно перейдем к работе с таблицами. Для этого у нас тоже есть перечень наших команд, которые мы можем использовать, наших запросов. Давайте сначала создадим какую-нибудь таблицу. Для этого мы должны использовать команду create table, ввести название нашей таблицы, которую мы хотим создать внутри студентов. Например, давайте назовем ее courses. И давайте перейдем на следующую строку, чтобы нам было более понятно, что мы должны делать дальше. Дальше мы открываем скобки и начинаем писать наименование наших столбцов, наименование наших полей и тип, который будет применяться к этому полю. Например, для курсов давайте придумаем такой столбец, как faculty, то есть факультет наш. Даже давайте не с него начнем, а начнем с ID-шки, так как у нас должен быть первичный ключ. Дальше мы пишем тип данных. В нашем случае это будет integer, то есть целые числа. Дальше мы пишем то количество чисел, которое может помещаться внутрь нашего поля, то есть внутри вот этого значения, которое будет в строке. То есть, к примеру, у нас может быть максимально 11 цифр в нашей строке, в нашей записи. И пишем, что это not. То есть она всегда должна быть заполнена, эта строка, эта запись. И что это наш primary key. То есть тоже указываем сразу системе СУБД, что это первичный ключ. И давайте придумаем поля. Как я уже сказал, это будет faculty. Здесь мы используем varchar, то есть нашу строку. Пусть будет 55 символов максимально, и пусть будет, к примеру, на данный момент это null. То есть данная запись может быть пустой. Что еще можно придумать для курсов? И давайте number напишем. Не будем придумывать какие-то сложные таблицы. И у нас тоже тут будет integer. И пусть будет у нас 2 числа максимально. Тоже пусть будет null. Так. И наш запрос обработан. Теперь мы можем посмотреть, какие у нас значения есть в этой таблице. Для этого используется самый известный select, с которого начинается вообще любое обучение селектом.
Но о них мы поговорим с вами чуть дальше, но просто чтобы вы знали, это select, звездочка, from и название нашей таблицы. Наша таблица называется courses. Не забываем про точку запятой. Да, я знаю, в чем моя ошибка. В том, что у нас пока нету в нашей таблице каких-то значений. Поэтому для начала давайте с вами проверим вообще описание этой таблицы, вообще какие у нас там есть поля и в каких полях у нас содержатся какие типы данных. Для этого используется такой запрос, как desk и имя нашей таблицы. Да, и теперь мы можем с вами увидеть, какие у нас вообще есть поля в нашей таблице, какие у этих полей типы данных, могут ли быть там нулевые значения или нет. Поле ID у нас является primary key, и дефолтные значения тоже здесь прописаны. То есть так мы можем посмотреть описание таблицы, если нам необходимо знать, в каких у нас полях какие данные могут использоваться. Также мы можем удалять таблицы точно так же, как и удалять базы данных, но давайте не будем с вами удалять нашу красивую табличку Students, которую мы создали. И также есть такая же команда, как и для удаления баз данных, есть удаление самих таблиц, также с нашим ключевым словом drop. То есть мы пишем drop, table и название нашей таблицы. И таблица удаляется. Давайте не будем уже удалять таблицу Students. А на досуге вы можете также попрактиковаться, создавать какие-то таблицы и удалять их. То есть эта команда несложная. Сейчас наша таблица, как мы с вами уже убедились, когда выполняли наш select, то есть в данном случае мы просили показать все значения из таблицы courses. То есть тоже все очень просто. У нас пока здесь нет никаких данных, поэтому давайте создадим эти данные. Для этого используется такая команда, такой запрос, как insert into. То есть нам нужно вставить какие-то значения в нашу таблицу. Дальше пишется название нашей таблицы, это courses. Values, то есть наши значения. И на что вам нужно обратить внимание, это на порядок наших полей внутри нашей таблицы. То есть первое поле у нас ID, второе faculty, третье number. И в таком же порядке мы с вами вводим значения в эти поля. То есть ID у нас первое будет 1. И да, хотел обратить ваше внимание, что в faculty у нас здесь используется наш word chart, то есть здесь используются буквы. Это строковый формат. И поэтому нам необходимо заключать его в кавычки, это значение. Так же, как мы с вами заключали такие значения, когда изучали JSON. Если вы подзабыли, что это такое, можете перейти к уроку по API, по практической части, сейчас ссылка появится в описании, и немножко освежить в памяти. Но для SQL, да и вообще для любых языков программирования запоминаем, что строковые значения, буквенные значения всегда заключаются в кавычки. Давайте придумаем био. Мой любимый биологический факультет. Если вы не сдали, то я его закончил. И number нашего курса. Пусть будет также 1. И ставим точку запятой. Первое значение у нас создалось. И также мы можем добавить сколько угодно значений в нашу базу данных. Да, чтобы не сильно удлинять урок, я создал еще тут несколько значений. И теперь мы можем посмотреть нашу таблицу, вывести значения, которые там содержатся. И как мы с вами видим, таблица у нас заполнилась, появилось 5 значений с нашими уникальными айдишниками, первичными ключами, наши 5 факультетов и 5 курсов. Дальше мы с вами рассмотрим такой аспект, как удаление определенных значений из нашей таблицы. Опять же, здесь ничего сложного. Для этого используется ключевое слово delete, from. Опять же, используется название нашей таблицы, courses. И если мы с вами на этом закончим, то тогда удалятся все значения из нашей таблицы. Но мы не хотим, чтобы наши все значения удалялись. И вообще обязательно хотел бы обратить ваше внимание на то, что вам нужно всегда
смотреть на вот эти ключевые слова, особенно delete и drop, потому что вы можете так дропнуть свою какую-нибудь очень важную базу данных. Обычно, конечно, права для тестировщиков ограничены на какие-то действительно серьезные базы данных. Например, если вы работаете на проде, но на проде вообще у многих права ограничены, то есть там, скорее всего, если только какие-то глупцы работают с базами данных, тогда там не ограничены эти права. Но все-таки обращайте на это внимание. Не забываем, например, если мы используем команду delete из нашей таблицы какую-то информацию, если мы хотим удалить, то мы как-то должны это дело специфицировать с помощью такого слова where, то есть где, и здесь мы пишем наименование нашего поля и значение. То есть мы, например, хотим удалить информацию о гуманитарном факультете, поэтому мы пишем, что where faculty равно и значение gum. Запускаем нашу команду и смотрим теперь, что у нас осталось в таблице. Как мы видим, наше значение gum было удалено. То есть таким вот простым способом мы можем удалять наши записи из таблицы. Следующий аспект, который я хотел бы рассмотреть, это изменение уже существующего, простите за очепятки, значения в нашей таблице. Для этого используется такая команда, как update. То есть update, мы хотим проапдейтить какие-то значения в нашей таблице, название нашей таблицы. Например, мы хотим заменить значение geo в поле faculty. Для этого мы пишем, что в поле faculty мы хотим установить значение, к примеру, опять давайте используем наш любимый gum, where faculty равно geo. И теперь это значение должно у нас замениться. Убираем select all from courses. И как мы видим, значение geo заменилось на значение gum. Использовали ключевое слово update. То есть тоже ничего сложного. И последнее, что я хотел сегодня рассмотреть, это когда мы хотим, к примеру, добавить какой-то столбец в нашу таблицу, либо же его удалить. Давайте сначала удалим наш столбец. Мы хотим удалить, к примеру, наш айдишник. Для этого мы используем такое ключевое слово, как alter table, название нашей таблицы, drop, мы уже выучили это слово, column, мы знаем, column это столбец, и наше поле, которое мы хотим удалить, это ID. Как мы сейчас с вами убедимся, оно удалилось. Да, то есть у нас нет ID-шника. И теперь мы с вами хотим добавить обратно наш первичный ключ. Для этого мы используем, опять же, alter table, название нашей таблицы, courses, add column, ID, integer и название поля, за которым мы хотим расположить наш столбец. Либо же мы можем использовать слова first либо second, если мы знаем, что этот столбец должен находиться первым. Но мы давайте расположим за number. Окей, команда наша выполнилась. Давайте теперь проверим. From courses. Наш айдишник добавился. Ваше домашнее задание будет следующее. Установить обязательно себе SQL-сервер по тому принципу, который я вам показал, и создать таблички, какие-нибудь тестовые. Обязательно попробовать удалить значения из них, добавить какие-то значения, изменить, удалить сами таблицы, удалить базы данных. То есть играемся со всем этим, учимся практиковаться.
запоминаем, как мы это все дело печатаем, так как на собеседованиях частенько спрашивают различные запросы, нужно будет их уметь писать. Возможно, запросы, которые мы рассмотрели сегодня, не так часто спрашивают на собеседованиях, но вот следующие селекты и джойны, особенно первые селекты, практически на каждом собеседовании у вас будут просить написать эти запросы. То есть вам будут выдавать какие-то таблички, в которых будут данные, и на основании задания, к примеру, пожалуйста, покажите нам значения из такого-то поля в такой-то таблице, где эти значения больше 5, к примеру. Вот такое вот будет задание, и вы должны будете это все дело проанализировать быстренько и написать селект, который позволил бы вам вывести значения, так как мы сегодня выводили значения абсолютно все из таблиц, но там вы уже будете как-то это дело специфицировать, и об этом мы поговорим с вами, конечно же, на следующем занятии. То есть следующее занятие, готовимся опять же, скачиваем себе к этому времени SQL сервер, учимся. И еще сегодня хотел вам показать такую штуку, где вы можете также попрактиковаться и даже до следующего занятия научиться писать какие-то селекты, используя различные, скажем так, условия, которые в них есть. То есть мы переходим на сайт vetryschools.com, выбираем SQL, и здесь у нас огромное количество различных запросов. Чем хорош этот сайт? То есть у вас сначала здесь идет информация вообще о том, какие у нас есть запросы, и вы можете непосредственно попробовать написать эти запросы. То есть тут есть различные тестовые базы данных, в которых вы беспрепятственно можете работать и для себя изучать SQL. Также, как вы видите сверху, здесь есть такие же тренажеры по HTML, CSS, JavaScript, Python, PHP и вот это вот все. То есть можно обязательно это все почитать, пощелкать, если вы хотите чему-то научиться дополнительно, и вы всегда у меня спрашиваете о том, где можно практиковаться, то этот ресурс отлично вам поможет. Я специально на этом занятии и на последующих не буду его использовать, потому что мы с вами лучше сами научимся создавать какие-то таблички, заносить в них данные, а не будем пользоваться готовыми решениями. В принципе, на этом у меня все. Большое спасибо за ваше внимание. Буду рад вашим лайкам, подписке, если вы на этом канале в первый раз и вас заинтересовала тема тестирования. Напоминаю, что у меня есть курс «Тестировщик с нуля», который размещен на этом канале. Он постоянно обновляется. Впереди у нас еще несколько занятий по SQL. Потом мы затронем такую тему, как тестирование мобильных приложений. И закончим все на хорошей ноте, на Agile, на Scrum. То есть научимся и узнаем, что это такое. И уже со всеми этими знаниями, я думаю, вы будете готовы проходить собеседование. Вы также можете уже спокойно откликаться на различные вакансии и пробовать ходить на собеседование. Даже если вам будут отказывать, я бы все-таки вам советовал проходить различные интервью, учиться запоминать какие-то скользкие вопросы, так как они часто попадаются на других собеседованиях, и прокачивать себя. Так как когда вы уже сходите на пяток, а то и десяток собеседований, у вас уже будет представление о том, как они проходят, вы не будете особо нервничать, и, я думаю, успешно его пройдете и получите свой первый оффер. Мы же все для этого здесь и находимся, этому учимся, и вся информация, которую я вам даю, служит и именно для вот этого конечного потрясающего результата. Милости прошу к нашему шалашу. Пока!